Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире. Начну с действительно важной и резонансной новости. Украинская сторона раскрыла местоположение секретной базы, о существовании которой до сих пор официально не сообщалось. Именно там, по словам бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, разрабатывались операции против России. Эта секретная база, как оказалось, расположена на территории Германии, в городе Висбаден. Именно там размещалась украинско-американская тайная структура, имевшая большое значение на начальном этапе войны. Однако со временем, после прихода к власти в США Дональда Трампа, роль этого центра фактически была сокращена, его влияние просто-напросто ослабло. Как пояснил Валерий Залужный, штаб этой базы занимался планированием военных операций, проведением военных учений и симуляций, а также формировал запросы для украинской армии. Эти требования затем направлялись как в Вашингтон, так и европейские столицы. При этом украинская сторона, по его словам, с самого начала стремилась действовать строго в рамках стандартов НАТО, добиваясь максимально тесной координации с западными союзниками. Залужный также напомнил, что с февраля 2022 года, с самого начала полномасштабного российского вторжения, объем военной помощи, поступающей Украине от партнеров, значительно вырос. Цитата. «Мы получили различные виды оружия и техники, а вместе с ними появились и новые вызовы, которые касались логистики, доставки, обслуживания и ремонта этого вооружения», отметил он в публикации на своей странице в Facebook. По словам генерала, уже в апреле 2022 года был создан специальный координационный центр, задачей которого стала организация поставок западного оружия в Украину. Изначально он размещался в штабе Европейского командования Соединенных Штатов Америки, который находился в Штутгарте на территории Германии. Спустя буквально некоторое время центр был перенесен и продолжил свою работу уже в Висбадене. Цитата. «Со временем мы поняли, что нам жизненно необходимо совместно с нашими партнерами создать общий оперативный штаб, который мог бы более точно оценивать потребности вооружения и военной техники, исходя из конкретных планов будущих операций», рассказал Залужный. Эта необходимость стала особенно актуальной летом 2022 года, когда у западных партнеров начали возникать сомнения в эффективности некоторых видов поставляемого вооружения и боеприпасов на линию фронта в Украине. Залужный подробно рассказал, что еще летом 2022 года украинская сторона выдвинула инициативу создать на данной базе существующего логистического центра полномасштабный оперативный штаб. Этот штаб должен был заниматься анализом предстоящих действий вооруженных сил Украины, а также формулировать для них конкретные задачи и ожидания строго в соответствии со стандартами НАТО. Залужный заявил, цитата, «Благодаря активной поддержке Великобритании этот замысел удалось реализовать на практике. Центр в немецком городе Висбадене буквально обрел новую жизнь», отметил генерал. По его словам, именно в этой штаб-квартире планировались военные операции, проводились так называемые военные игры, определялись требования к украинским силам, после чего эти данные передавались напрямую в Вашингтон и в европейские столицы. По оценкам самого Залужного, эта платформа стала крайне эффективным механизмом взаимодействия Украины с ее западными партнерами, потому что через нее велась детальная координация по будущим военным операциям, а также по формулированию четких требований и ожиданий к этим действиям. К концу марта американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором были раскрыты закулисные подробности американской разведывательной помощи и непосредственного участия Соединенных Штатов Америки в планировании украинских военных операций против России. Как выяснилось, в ходе журналистского расследования реальная роль Соединенных Штатов Америки оказалась куда более значительной, чем предполагалось ранее. Автор материала Адам Энтоус написал, цитата, «Разведывательные данные, собранные американскими спецслужбами, использовались не только при разработке общей стратегии линии Украины, но и при точечных наведениях ударов по конкретным целям украинскими бойцами». Он сообщил, что более чем за год провел порядка 300 интервью с официальными лицами из Соединенных Штатов Америки и стран-союзниками, чтобы собрать полную картину происходящего. В рамках тесного партнерства американские военные специалисты
и сотрудники ЦРУ активно помогали украинской стороне в определении и точной локализации целей. Речь шла в том числе о пунктах управления российских войск, которые атаковали Украину, а также о портах и военной технике на территории временно оккупированного Крыма. В последующие годы американцы совместно с украинцами в Висбадене разрабатывали планы военных операций, включая знаменитое контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. Об этом подробно написал The New York Times. Однако ситуация начала меняться после того, как в январе 2025 года на пост президента Соединенных Штатов Америки официально вступил Дональд Трамп. Вы знаете, что новый глава США выступает за скорейшее завершение российско-украинской войны и за улучшение отношений с Москвой. Как сообщается в материалах The New York Times, Трамп уже начал сворачивать некоторые элементы сотрудничества с Киевом, включая участие американской стороны в проекте в Висбадене. Я буду и дальше следить за развитием именно этих событий, поэтому включите колокольчик и подпишитесь. Еще одна резонансная новость. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь в ответ на действия солдат Северной Кореи. Об этом инциденте, произошедшем на границе с КНДР, южнокорейские вооруженные силы сообщили сегодня, во вторник, в официальном своем заявлении, которое привлекло внимание СМИ и эксперта по безопасности в регионе. По информации, предоставленной агентством AFP со ссылкой на сообщение, опубликованное Сеулом, стало известно, что около 10 северокорейских солдат нарушили границу, пересекли сильно укрепленную линию раздела между двумя государствами и углубились на территорию демилитаризированной зоны. Это вызвало мгновенную реакцию со стороны южнокорейской армии. В ответ на столь провокационные действия военнослужащие Пхеньяна, армия Республики Корея, незамедлительно выпустила предупредительные выстрелы, соблюдая все предписанные протоколы. Согласно официальному заявлению начальника южнокорейского генерального штаба, после выстрелов северокорейские военные повернули назад и начали отступать в сторону своей территории обратно на север. Как указано в распространенном сообщении, инцидент произошел в восточной части демилитаризированной зоны примерно в 17:00 по местному времени. У нас это было утро. Кстати, это была та точка, где уже ранее фиксировалась высокая активность со стороны КНДР. В официальной информации, опубликованной южнокорейским командованием, подчеркивается, цитата, «Наши вооруженные силы пристально наблюдают за действиями северокорейской армии и предпринимают необходимые меры в строгом соответствии с действующими процедурами». При этом, как сообщалось еще в понедельник, вчера, армия Южной Кореи уже фиксировала повышенную активность. Тогда около 1500 северокорейцев занимались строительством заграждений из колючей проволоки и вели земляные работы прямо в зоне демилитаризации, что также вызвало обеспокоенность. Reuters сегодня напомнила, что технически Северная и Южная Корея все еще находятся в состоянии войны, поскольку конфликт 1950-1953 годов завершился лишь подписанием соглашения о прекращении огня, но не официальным договором. Именно это обстоятельство до сих пор делает каждое подобное столкновение особенно напряженным и потенциально опасным для вспышки новой полномасштабной войны. Друзья, вот такие резонансные события происходят сегодня в мире. А теперь давайте обсудим, что вы думаете о тайных базах международной помощи и провокациях на границе между Северной и Южной Кореей. Напишите ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!